Режим чрезвычайного положения в Венгрии. Решение принято. Парламент проголосовал за. Орбан предупреждают о хаосе и беспорядках. Почему? Саммит сорван. Встреча Трампа и Путина в Будапеште отложена. Киев делает заявление. Зеленский готов завершить войну. Западная пресса пишет о жесткой позиции России и отказе Белому дому. Все детали. Польша готова к удару по РФ. Дипломатическая схватка двух ведомств. Предупреждение Варшавы и реакция Москвы. Протесты против Мерца. Берлин готовится к демонстрации. Под прицелом офис партии канцлера. Чего хотят? Жизнь в обмен на привилегии. Беременная умерла по дороге в больницу из-за кортежа президента. Громкий скандал. Варшава против отправки поляков на войну в Украину. Российские депутаты прячут детей в странах НАТО, а в Германии курьез из-за искусственного мужского органа при задержании подозреваемого. Заявление полиции. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, жду ваших комментариев и ответов на мои вопросы. Пожалуйста, поддержите лайком и поделитесь видео на своих страницах в соцсетях. Время начать. Решение принято. Парламент Венгрии продлил режим чрезвычайного положения еще на полгода, до мая 2026 года. Это значит, что следующие парламентские выборы пройдут в стране под теми же особыми правилами, которые уже 5 лет дают премьеру Виктору Орбану почти неограниченные полномочия. Об этом пишет Bloomberg. Орбан заявил, что выборы могут состояться уже в апреле, но критики уверены, голосование пройдет под контролем правительства. Западная пресса пишет, что под предлогом внешней угрозы сначала пандемии коронавируса, а потом войны в Украине, Орбан правит указами с 2020 года, фактически обходя парламент. Тем временем партия премьера Фидес теряет поддержку. По последним опросам ее опережает оппозиционная сила ТИСА, которую возглавляет молодой политик Петер Мадяр. Он строит кампанию на теме коррупции и роста цен, что больно бьет по имиджу Орбана как защитника народа. Орбан же уже заявил, что в случае победы Мадяра Венгрию ждут хаос и бедность. При этом режим ЧП, который был продлен, позволяет властям ограничивать свободу собраний и протестов. Но в Будапеште уверяют, что это никак не повлияет на выборы. В условиях чрезвычайного положения правительство может приостанавливать основные правовые возможности, включая право на протест. Власти утверждают, что этот режим не повлияет на процесс голосования. В прошлом году Венгрия провела муниципальные выборы и выборы в Европейский парламент в условиях чрезвычайного положения, где ТИСА ошеломила правящую партию, заняв второе место, в том числе в ключевых опорных пунктах Фидес. Отмечу, Мадяр осторожно высказывается о связях Венгрии с Россией, США и Украиной. Он заявляет, что в случае прихода его партии к власти страна не сможет сразу отказаться от российского газа и нефти, делая это постепенно до 2035 года. Что касается войны в Украине, Мадяр говорит, что его подход будет отличаться от орбановского. Он поддерживает линию Дональда Трампа, которая, по его словам, направлена не на отказ от помощи Киеву, а на давление на Москву ради заключения мира или перемирия. Условие немедленного прекращения огня по линии фронта стало вероятной причиной срыва встречи Трампа и Путина. Саммит в Будапеште не состоится. Об этом пишет западная пресса. События развивались накануне стремительно. Во вторник утром европейские лидеры совместно с Зеленским опубликовали заявление, призвав Вашингтон твердо настаивать на том самом немедленном прекращении огня в Украине, используя текущую линию фронта как основу для будущих переговоров, и заявив, что границы не могут изменяться силой. Поэтому мы четко заявляем, что Украина должна находиться в максимально сильной позиции. Да, во время и после любого прекращения огня. Мы должны усилить давление на экономику России и ее оборонную промышленность, пока Путин не будет готов к миру. Мы разрабатываем меры для использования полной стоимости замороженных суверенных активов России, чтобы у Украины были необходимые ресурсы. Жесткая позиция России по прекращению огня в Украине поставила под угрозу саммит Путина и Трампа. Об этом уже днем написало агентство Рейтер. Там уточняют, что Кремль не готов идти на немедленное прекращение огня и отказывается выполнять это условие. Решение было озвучено в разговоре Лаврова и Рубио и послужило тому, что ситуация зашла в тупик. Западные издания со ссылкой на свои источники, осведомленные о ходе переговоров между Вашингтоном и Москвой, пишут, что россияне запросили слишком много. Это была цитата. Ни одна из сторон публично не отказалась от планов встречи Трампа с Путиным, и усилия по организации саммита в Венгрии, похоже, продолжаются. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во вторник находился в Вашингтоне, где написал в Facebook: «Нас ждут серьезные дни». Но два высокопоставленных европейских дипломата заявили, что перенос встречи Рубио и Лаврова – признак того, что американцы могут быть не готовы проводить саммит Трампа и Путина, если Москва не уступит в своих требованиях.
Отмечу, что накануне западная пресса называла две даты предполагаемой встречи Лаврова и Рубио, которая была необходима для организации саммита Путина и Трампа в Будапеште. Речь шла о 23 октября и после о 30 октября. Один из немецких чиновников сообщил, что они ожидают, что Орбан представит свои планы перед саммитом Трампа и Путина, включая возможность встречи между европейскими лидерами и президентом США, но пока ничего не подтверждено. По его словам, министры иностранных дел России и США ожидаются в Будапеште 30 октября. При этом Лавров своим заявлением подтвердил, Россию не устраивает немедленное прекращение огня, и выполнять такое требование никто не будет. Это не те условия, которые обсуждались на Аляске. Хочу официально подтвердить, Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми пониманиями, которые были достигнуты в ходе продолжительных переговоров Путина и Трампа на Аляске. Эти понимания опираются на достигнутое тогда согласие, которое президент Трамп очень емко сформулировал, когда он сказал, что нужен долгосрочный устойчивый мир, а не немедленное прекращение огня, которое ни к чему не приведет. Спустя несколько часов после всех этих заявлений появилась первая информация. Саммит сорван, встреча отложена, Трамп встречаться с Путиным не хочет. Планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште в настоящее время приостановлено, сообщил мне высокопоставленный чиновник Белого дома. Первоначальный телефонный разговор между госсекретарем Рубио и министром иностранных дел Лавровым был продуктивным, но президент США считает, что обе стороны пока недостаточно готовы к переговорам, чтобы оправдать продолжение подготовки. The Guardian со ссылкой на Белый дом заявил, надобности во встрече нет, поскольку раунд дипломатии в конце прошлой недели не привел к значительному прогрессу в прекращении войны. Это была цитата. Кроме того, авторы материала уточняют, что проведение саммита также стало невозможным, поскольку Украина и ее европейские союзники настаивают на прекращении огня без территориальных уступок со стороны Киева. У России же свои условия. The Telegraph пишет, что если позиция России не изменилась, то в Вашингтоне задались вопросом, зачем тогда нужна встреча. Российские государственные СМИ при этом не писали о причинах, но также со ссылкой на американских представителей уведомили об отмене встречи. А вот в МИД РФ события назвали информационным балаганом и обещали опубликовать официальное заявление. Не участвуйте в этом информационном балагане. Сергей Лавров сегодня обратил внимание на большое количество вбросов по теме. Со своей стороны могу заверить, как только у нас будет информация, которой мы сможем поделиться, сразу же это сделаем. В то же время спецпредставитель Путина Дмитриев ближе к полуночи заявил, что подготовка к саммиту Россия-США продолжается, но ее пытаются сорвать. На фоне всех этих событий Киев вновь обратился к Москве. Зеленский готов завершить войну, но есть условия. Украина вновь выразила свою готовность завершить войну. Мы провели встречу с президентом Соединенных Штатов Америки. Мы договорились, что именно так попытаемся организовать диалог на основе текущей линии фронта. Именно такой сигнал дал президент Трамп своей команде. Это было и публично заявлено. Линия фронта может стать началом дипломатии. Вместо этого Россия снова делает все, чтобы уклониться от дипломатии. Европа и Украина при этом готовы начать снимать с России санкции, а также к масштабному обмену пленными. Bloomberg пишет, что Киев со своими партнерами работают над планом из 12 пунктов для прекращения войны вдоль текущей линии фронта. Реализацию предложенного плана будет контролировать мирная комиссия под председательством Трампа. Если Кремль согласится на прекращение огня, и Киев, и Москва должны дать обещание остановить территориальные продвижения. Украине будут предоставлены гарантии безопасности, средства на восстановление ущерба от войны и ускоренный путь к вступлению в Европейский Союз. Санкции против России будут постепенно сниматься, но около $300 миллиардов замороженных резервов Центрального банка будут возвращены только после того, как Москва согласится внести вклад в послевоенное восстановление Украины. Санкции будут немедленно восстановлены, если Россия вновь нападет на своего соседа. Bloomberg уточняет, что план еще в работе и многие детали держатся в секрете, а предложение перекликается с призывами Трампа на прошлой неделе немедленно заморозить конфликт на текущих линиях перед началом переговоров. Друзья, как вам новости и стремительно развивающиеся события? Делитесь впечатлениями и своей точкой зрения в комментариях, как всегда. И вновь прошу, поставьте, пожалуйста, лайк, поделитесь видео и не забудьте подписаться. А я продолжаю.
И перед тем, как произошли все события, связанные с вероятной отменой встречи, Лавров и Сикорский сошлись в дипломатической схватке. Польский министр иностранных дел дал понять, Польша, вероятно, готова нанести удар по России. Речь о том, что самолет Путина, если бы тот пролетал над Польшей в Будапешт, мог быть посажен, а Путин арестован. Мы не можем гарантировать, что независимый суд не обяжет правительство остановить такой самолет, чтобы доставить подозреваемого в суд в Гааге. Лавров назвал заявление Сикорского о возможном аресте Путина террористическим актом. Поляки теперь и сами готовы совершать террористические акты. Вот я тут слышал, что господин Сикорский угрожал, что безопасность самолета президента Путина в случае его направления в Будапешт на предлагаемый вероятный саммит с Трампом, безопасность Путина в воздушном пространстве Польши обеспечена не будет. Варшава не допустит, чтобы на территории Польши вспыхнула война, а также не собирается отправлять поляков на украинский фронт. Такое заявление сделал новый президент страны Навроцкий. Он напомнил, что давал такие гарантии во время предвыборной кампании и намерен их выполнять. По его словам, Польша продолжит помогать Украине экономически и дипломатически, однако участие польских военных в войне исключено. Президент добавил, что его главная цель – сохранить мир и безопасность страны. По его мнению, предотвращение войны в Польше и обеспечение того, чтобы польские солдаты не погибали в этом конфликте – это задача президента в мирное время. Он добавил, что задачей президента в мирное время также является вдохновлять или следить за работой правительства и заботиться о том, чтобы Польша была настолько сильной, чтобы никто не осмелился на нее напасть. Напомню, западные разведки считают, что одной из точек вероятного противостояния НАТО и России может стать Сувалский коридор, территория между Польшей и Литвой, которая при этом соединяет Беларусь и российский Калининград. Россия эти планы отвергала. Протесты против Мерца. Слова канцлера Германии стали причиной скандала, который никак не утихнет. На среду, 22 октября, в Берлине запланирован спонтанный протест у центрального офиса партии «Христианско-демократический союз». Масло в огонь подлили высказывания канцлера о мигрантах, которые многие сочли расистскими. На прошлой неделе Мерц, напомню, заявил, что правительство исправляет ошибки прошлой миграционной политики, но в городском облике все еще есть проблемы. Именно поэтому, по его словам, власти активизируют депортации. Позже он добавил, что каждый, кто спросит своих дочерей, поймет, о чем речь. Эта фраза вызвала бурную реакцию. Политики и активисты обвинили Мерца в том, что он использует женщин как прикрытие для ксенофобских заявлений. В ответ климатическая активистка Луиза Нойбауэр и движение Fridays for Future организовали акцию под лозунгом «Мы дочери». По данным полиции, в митинге примут участие несколько сотен человек. Организатор уже заявила, далее цитата, «Мы не позволим использовать женщин как оправдание для дискриминации». Напомню, накануне агентство Bloomberg сообщило, что Мерц пошел ва-банк и фактически взял на вооружение риторику крайне правых, чтобы отбить у партии «Альтернатива для Германии» их электорат. Мы – примерно 40 миллионов дочерей в этой стране. И у нас есть искренний интерес, чтобы вопрос нашей безопасности воспринимался всерьез. Но чего у нас совершенно нет, так это желание быть использованными как предлог или оправдание для высказываний, которые, если сказать прямо, являются просто дискриминационными, расистскими и глубоко оскорбительными. В Туркменистане беременная женщина умерла по дороге в больницу, потому что во время визита президента Сердара Бердымухамедова в Лебапский вилаят все дороги перекрыли ради его кортежа. По данным Азатлыка, машина скорой помощи не смогла выехать. Охрана заблокировала движение по всему городу, даже для медиков. Муж попытался отвезти жену сам, но силовики не пропустили даже его автомобиль, несмотря на просьбы о помощи. Как итог, женщина скончалась, не получив никакой помощи. После трагедии к мужчине пришли люди в штатском и пригрозили ему молчать. А местные жители говорят, при каждом визите туркменских лидеров дороги перекрывают, и такие случаи давно перестали быть редкостью, уточняет Азатлык. При этом мужчина, потерявший жену и будущего ребенка, собирается бороться за справедливость, уточняет издание. Муж погибший заявил, что подаст жалобу президенту, будет добиваться справедливости, обратиться в СМИ и ООН. После этого сотрудники службы безопасности приходили к нему домой и угрожали. «Подумай о будущем и здоровье твоего оставшегося сына. Радуйся, что у тебя есть живой ребенок, и живи с этим», рассказал источник полиции.
Российские депутаты прячут своих детей в странах НАТО. В Госдуму внесли законопроект, приравнивающий диверсии к терроризму. За них теперь предлагают сажать с 14 лет, отменить сроки давности и запретить условные приговоры. Документ подписали 419 депутатов, назвав его вопросом государственной важности. При этом проект «Можем объяснить» сообщает, что детям многих авторов закона российское правосудие не грозит. Они давно живут и учатся за границей, чаще всего в странах НАТО. Дочь Вячеслава Фетисова живет в Нью-Йорке. Дочь Ирины Родниной также в США, где работает на телевидении и публично осуждает войну. Сын Александра Ремескова окончил американский университет и другой сын – британский. Авторы материала утверждают, что сын Алексея Чепы владеет виллой в Испании за 15 миллионов евро и имеет британский паспорт. Дочь ведет бизнес в Лондоне. Дочь Леонида Симоновского живет в Швейцарии и владеет долей в компании, связанной с Новотеком, говорится в публикации «Можем объяснить». И напоследок, чтобы снять напряжение от всех новостей, о курьезном случае с фальшивым мужским достоинством в Германии. О нем пишет полиция Бремерхафена. Именно там полицейские остановили 28-летнего водителя Audi, который значительно превысил скорость и, как выяснилось, находился под воздействием запрещенных веществ. Ему необходимо было сдать анализ мочи. Именно тогда мужчина и попытался обмануть тест, используя муляж, имитирующий мужской орган, который был прикреплен к его штанам и в который была залита поддельная урина. Но когда выдумщика поймали на горячем, он сдал настоящий тест, и тест показал, что копы были правы. Они, кстати, изъяли тот самый муляж в качестве вещдока. На этом все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.